Всем привет! Сегодня я хочу вам показать, как вязать вот такой вот симпатичный чепчик на малыша, скорее всего даже на малышку 0,3 месяца. Вот такой красивый узор. Сейчас я вам поэтапно расскажу, что мы будем делать с вами. Так, вязать я буду нитками Газал Baby Cotton. Здесь метраж на 50 метров, у нас 50 грамм, 165 метров. Вязать я буду спицами 2,5 на малыша 0,3 месяца. Набираем 74 петли, 2 кромочные и 72 петли узора будет, основного узора. Мы провязываем 6 рядов узором платочной вязки. Потом перейдем к вязанию узора. Я вам оставлю на скачивание схему узора под видео. И вяжем так где-то сантиметров 9,5. Потом будем соединять в круг наше вязание. И будем вывязывать макушку. Макушку мы будем вывязывать также платочной вязкой. Будем делить на 8 клиньев и вывязывать макушку. После макушки мы свяжем шнурок I-cord. И все. И получится такой вот замечательный чепчик на малышку. Так, сейчас я вам покажу, как вяжется такой красивый узор. Узор состоит из 12 петель и 4 рядов. Так, сначала нам нужно провязать 2 лицевых ряда. Так как у нас поворотное вязание сейчас, то мы провяжем 1 лицевой ряд и 1 изнаночный ряд. И я к вам вернусь. Сейчас. Так. 1 лицевой ряд. Второй ряд на изнаночной стороне мы вяжем изнаночными петлями, чтобы получился на лицевой стороне лицевыми петлями ряд. Так, я к вам вернусь, когда закончу ряд. Так. Провязала я второй ряд, а сейчас третий ряд на лицевой стороне будет как раз тот, который сформирует вот этот наш основной узор. Так, начинаем. Сначала 2 петли вместе, 2 петли вместе с наклоном вправо, с наклоном вправо. Так 3 раза. Второй раз 2 петли вместе с наклоном вправо и третий раз. Потом следующая часть накид, лицевая. И так 6 раз. Накид, лицевая. Это второй раз, третий раз, накид, лицевая, 4-й раз, накид, лицевая, 6-й раз, так, 6-й, 5-й раз, да, 1, 2, 3, 4, 5, 5-й раз и 6-й раз, накид, лицевая. Следующий момент, опять 2 вместе с наклоном вправо, 6 раз, 2 вместе,
Так, 2, 3, 4, 5, 6. Так, считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И опять повторяем 6 раз. Лицевая, накид, лицевая. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, 6. Так, считаем, проверяем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все. И опять повторяем 6 раз. 2 вместе с наклоном вправо. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Так, 1, 2, 3, 4. Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И повторяем. Так до конца ряда. Так, следующий у нас 3 раза накид и лицевая. 6 раз накид и лицевая. Так, 2, 3, 4, 5, 6. Так. А теперь 6 раз 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, проверяем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И опять последний раз 6 раз накид, лицевая. Так, 2, 3, 4, 5, 6. И последние 3 раза 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Так. Так, и кромочная. Так. И последний ряд узора мы выполняем с изнаночной стороны лицевыми. На лицевой стороне будут как изнаночные петли. Все. Лицевыми провязываем до конца ряда. Провязываем же и вот эти накиды тоже лицевыми. Абсолютно все лицевыми. До конца ряда. Так, мы провязали до макушки, получается 9,5 сантиметров. Вот это вот расстояние. Так, и сейчас мы нашу шапочку соединим в круг и будем вязать круговым вязанием, формируя макушку. Так как у нас 72 петли и 2 кромочные, у нас 74 петли, а нам надо, чтобы было равномерно для клиньев петель, нужно 72 петли. То есть мы сейчас будем, когда вязать, мы сначала в одном ряду одно убавление сделаем и еще в одном ряду сделаем одно убавление для того, чтобы получилось всего на 72 петли. А макушку мы будем вязать один ряд
лицевые петли, второй ряд изнаночные петли. И там, где лицевые петли, мы будем такой, получается, у нас будет подлоточная вязка, и получается мы будем убавление делать в лицевых рядах. Так. Сейчас мы ряд провяжем лицевыми и дальше будем соединять наше вязание. Так. Еще ряд просто лицевыми вяжем. Провязали мы ряд лицевыми, и последнюю кромочную мы пока не провязываем. Так, сейчас мы будем ее соединять с этой кромочной петлей и будем соединять наше вязание в круг. Так, сейчас. Так, это мы провязали лицевыми, а сейчас, так как вязание по кругу, будем вязать изнаночными. Значит, давайте уже изнаночную соединим тогда, так, чтобы не путаться. Так, все, изнаночная есть петля и ряд изнаночной вяжем. Ряд изнаночных петель уже по кругу. Так, провязали мы ряд изнаночными, и третий ряд мы сейчас вяжем лицевыми и сделаем одно убавление, чтобы осталось у нас 72 петли. Так, 2 вместе лицевыми с наклоном вправо и так до конца круга вяжем лицевыми просто. Так, я к вам вернусь. Так, провязали. Четвертый ряд вяжем уже без убавлений изнаночными. И дальше после этого ряда мы будем уже формировать с вами макушку. Так, довязали четвертый ряд. И сейчас будем формировать макушку. Наши 72 петли нужно разделить на 8 клиньев. Это получается по 9 петель. Если вам удобно, можете для удобства поделить маркерами, повесить их и так убавлять. Мне же удобней убавлять, считая просто петли, и все, каждую восьмую, в первом ряду каждую 8-ю, 9-ю вместе провязывать петлю и так дальше. Так, и мы будем формировать первый ряд, мы 8-ю, 9-ю петлю провязываем лицевой с наклоном вправо, потом каждую 8-ю, 9-ю, потом мы провязываем ряд без убавок изнаночными, потом следующий ряд будет уже у нас убавление 7-я, 8-я петли вместе с наклоном вправо будем провязывать лицевыми, а потом следующий ряд опять без убавлений изнаночными рядами, и так дальше будем по мере убавления делать, пока не останется у нас на спицах 8 петелек. Итак, убавления, запоминайте, убавления у нас идут в лицевых рядах. Без убавления мы вяжем изнаночные ряды. И так чередуем лицевой, изнаночный ряд, лицевой, изнаночный. Так, в первом ряду мы убавляем 8-ю, 9-ю петли. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ой, у меня 8 что получилось. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И 8-ю, 9-ю вместе в лицевой с наклоном вправо провязываем. Опять считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8-ю и 9-ю провязываем вместе лицевой с наклоном вправо. Вот так. И так провязываем до конца ряда. Так, этот ряд с убавками мы закончили. Следующий ряд вяжем изнаночными петлями без убавлений. Потом вяжем ряд с убавлениями лицевыми, уже 7-ю, 8-ю петли вяжем вместе. Потом ряд без убавлений изнаночными, потом 6-ю, 7-ю каждую убавляем. И так дальше, пока у нас на спицах не останется 8 петель. И тогда я к вам вернусь. Итак, у нас на спицах осталось 4 петли. И мы берем ножницы, отрезаем чуть-чуть нитки, чтобы можно было связать макушку. Берем иголку. Так. И вот таким вот способом собираем петельки со спицы на иголку, продеваем, и эти 4 петельки точно так же забираем на иголку. Опа. Ой. О. Так. Но мы пока не затягиваем, мы это сделаем на изнанку, на изнанке. И вот так вот. Опа. Все. Так у нас получилась красивая макушка. Красивенная. Вот. И убираем ниточку. Можете сделать небольшой узелок, если считаете, что ниточка может разойтись. Так вот, чуть-чуть. Вот. Потом ниточку прячьте под эти 8 петелек несколько раз. Вот таким вот способом с изнаночной стороны мы прячем ниточку и одновременно фиксируем, чтобы макушку, чтобы она не распускалась. Так, обрезаем ниточку. Все. Чепчик наш почти готов. Осталось только сделать веревочки. Так, чепчик пока нам не понадобится. Берем спицы, берем нитки и будем шнур айкорд вязать. Так, набираем 4 петли. 1, 2, 3, 4. И вот таким вот способом, как я вам сейчас покажу, будем вязать шнурочек в длину 20-25 сантиметров. Можете, это примерно, хотите короче, будет вам удобнее короче пользоваться, сделайте короче. Длиннее сделайте длиннее. Для меня лично хватает 20-25 сантиметров. Вот так вот лицевыми мы провязываем 4 петли. Мы не разворачиваем вязание, просто вот так вот. Опа. И опять. Вот так вот.
4 петли. Так. Это, конечно, делать лучше на на спицах, на чулочных, чтобы можно было раз так подвинуть вязание, ничего не передевать, раз и дальше продолжать вязать. А на обычных спицах придется просто перебрасывать на другую спицу, переворачивать. Ну, не очень удобно вязать. Опа. И вот таким вот способом мы вяжем 20-25 сантиметров или какой вы хотите размер шнурочка. И вернусь к вам. Мы провязали нужную длину шнурка. И сейчас мы его будем провязывать и одновременно ввязывать в чепчик. Мы это будем делать вот в эти петельки. Вот они, петельки. Мы вот в эти петельки, вот они, мы в них будем ввязывать шнурок. Так. Первые 3 мы провяжем как обычно. А вот 4-ю сейчас будем ввязывать так. Вот. Так. Смотрите. Так, я подвязала. Раз. Опа. Все. Так, еще раз показываю. 3 мы провязываем просто, как обычно. А 4-ю временно перекидываем, захватываем петельку с чепчика, возвращаем и провязываем. Так, еще раз показываю. Так, 3 провязываем просто. 4-ю провязываем вместе с петелькой чепчика. Опа. Так, и вот так вот получается у нас. И вот все петелечки до конца провязываем. И потом дальше уже вяжем опять такой же длины. Продолжаем вязать, уже не захватывая петельки чепчика, такой же длины шнурочек. И все. И мы с вами встретимся в конце. Все, шнурок мы связали. Осталось спрятать концы. Кончики мы прячем просто в серединку шнура иголочкой. Лучше с этой стороны. Так, раз. Опа. Разровняли. Так вот. И обрезали лишний кончик.
Также со вторым. Так вот, опа, все прячется. И еще вот этот вот кончик. Здесь мы сделаем узелок, подтянем ниточку, сделаем узелок. Я извиняюсь за звуки, это у нас косят траву. Так, 2 узелка сделали. И также прячем шнурок, ниточку. Все. Все. Чепчик наш готов. Вот такой симпатичный. Вот такой симпатичный чепчик получился. Кому понравился, ставьте лайки и подписывайтесь.